Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что же нельзя делать в новогоднюю ночь. Дело в том, что мы с вами должны правильно встретить новый, особенно 2024 год, потому что это год для многих людей действительно будет очень важным. Это год кардинальных перемен. При этом мы уже говорили с вами о том, что для одних людей этот год станет действительно интересным, ярким, незабываемым. У некоторых людей в этот год проявится очень много интересных возможностей, планов, идей. Кто-то сможет открыть даже свой интересный бизнес, который ранее он даже не думал, что сможет. Но это, конечно же, все зависит с нами от каждого из нас, потому что очень важно правильно заложить фундамент в новогоднюю ночь. Поэтому давайте с вами проговорим о том, что же нельзя делать в новогоднюю ночь. Забегая наперед, хотим вам сказать о том, что 2024 год – год зеленого деревянного дракона. Сейчас кто-то скажет нам о том, что вы, деревянный дракон только наступит в феврале 2024 года, мы с вами не китайцы и так далее, и так далее. Но вы должны понимать, что в нашей жизни все имеет символы, все имеет определенные знаки и подсказки. Можно 2 раза встретить Новый год и пригласить его в свою жизнь, чтобы действительно было изобилие, достаток и благополучие. А можно встретить только 1 раз, именно китайский, в феврале. А кто-то считает, что нужно встречать каждый день. Это также все правильно. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте эти простые правила, о которых мы сейчас далее с вами поговорим. Итак, что же не стоит делать в новогоднюю ночь? Во-первых, первое очень важное – не загадывать желание с частичкой «не». Мы с вами уже об этом неоднократно говорили в наших других видео, на наших трансляциях, но многие забывают и почему-то считают, что нужно загадывать желание с частичкой «не». Ну, например, многие, желают себе не иметь проблем с деньгами. Вы знаете, когда вы говорите вот эту частичку «не», когда вы желаете самой или самому себе, и это с частичкой «не», чтобы не быть и так далее, вы тем самым привлекаете вот этот негативные программы в свою жизнь. Поэтому лучше, когда вы будете желать себе желания, скажите, что вы желаете, чтобы, например, у вас всегда были деньги, или вы желаете быть здоровым, счастливым, богатым. Это будет правильнее. А частичку «не», пожалуйста, забывайте. Она, наоборот, делает дисбаланс в вашей жизни. Бывает так, что человек что-то очень захотел и вроде как уже и стремится к своей цели. Знаете, остаются последние шаги, действия, и человек начинает использовать частичку «не». И потом раз в его жизни начинают происходить не очень хорошие события. А вы знаете, что в новогоднюю ночь все энергии, они очень такие вот достаточно созидательные, позитивные. Все, что вы желаете, у вас может не просто исполниться в 2024 году, а может даже исполниться в первой половине года. Обратите на это внимание. Далее, в новогоднюю ночь ни в коем случае не оставляйте холодильник пустым. Почему? Потому что холодильник, друзья, у нас с вами отвечает за что? Он отвечает у нас с вами за изобилие, за достаток, за благополучие. И если холодильник будет пустым, то и, соответственно, на протяжении всего 2024 года у вас постоянно будут проблемы и с деньгами, и с достатком, постоянно будут появляться какие-то форс-мажоры, которые вам нужно постоянно будут решать или закрывать. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы ваш холодильник был изобильным. Не обязательно должна быть красная икра или осетрина и так далее. Это может быть те продукты питания, которые вы используете каждый божий день. Но главное, чтобы не был он пустым. Поэтому подумайте об этом заранее. Далее, ни в коем случае новогоднюю ночь не встречайте с пустым кошельком. Очень часто бывает так, что люди готовы потратить до копейки, и, соответственно, в кошельке даже не остается банкнот и монет. Вот настолько люди готовы иногда потратить деньги. Поэтому, пожалуйста, перед тем, как встречать Новый год, хотя бы за неделю, просчитайте все свои денежные моменты касательно вашей расходной части, касательно подарков,
подарков, касательно ваших оплаты коммунальных услуг. Возможно, есть у вас еще свои долги, кредиты, которые вы ежемесячно выплачиваете и так далее. И просчитайте так, чтобы вы обязательно встретили Новый год с полным кошельком. Конечно, понятие полного кошелька у каждого это может быть свое. Это может быть те купюры, которые вы, например, распланировали на январь 2024 года. Но главное, чтобы эти деньги были. Также в вашем кошельке не должно быть кредитных или денег, которые вы одолжили, потому что, знаете, это уже не ваши деньги. Соответственно, встречая Новый год с деньгами, взятыми в кредит или в долг, вы тем самым привлекаете вот эту энергию долгов, энергию кредитов, энергию нищеты и безденежья. Поэтому, чтобы этого не было, обязательно ваш кошелек должен быть полным. Кроме того, в новогоднюю ночь обязательно откройте кошелек и пригласите как можно больше денег в вашу жизнь. Попросите, чтобы высшие силы открыли вам новые возможности, открыли вам глаза на новые связи, на новые контакты. Также обращайте сами внимание на знаки, подсказки, которые дают высшие силы. Очень часто бывает так, что вот мы с людьми общаемся, люди говорят: ой, мне денег нет, ой, мне не получается, мне ни в чем не везет. А когда мы начинаем разбираться, оказывается, человеку идут постоянно подсказки от ангела-хранителя, от высших сил. Но человек считает, что это его не касается, что это не для него. И вы знаете, человек таким образом сам ограничивает денежные потоки в свою жизнь. Поэтому не ограничивайте. Если вы только получаете пенсию или только зарплата, вы должны поймать и то, что изобилие, оно безгранично у Вселенной. И только в вашей голове вот это и есть ограничение. Обратите на это внимание. Кроме того, друзья, в комментариях к этому видео прямо сейчас пропишите следующую фразу. Эта фраза звучит следующим образом: я притягиваю к себе деньги как магнит. Я выбираю счастливую жизнь с деньгами. Еще раз. Я притягиваю к себе деньги как магнит. Я выбираю счастливую жизнь с деньгами. И вы увидите, действительно, в вашей жизни появятся деньги. При этом в тот момент, который вы просто-навсего будете не ожидать. Таким образом, вы помогаете быстрее активировать то, что нужно в вашей жизни. Далее, в новогоднюю ночь не устраивайте уборку. Вы знаете, есть такие люди, которые считают, что вот именно нужно 31 декабря или 1 января срочно в квартире или в доме провести генеральную уборку и с этого дня начать новую жизнь. Вы знаете, этого делать нельзя, потому что именно вот это время, в новогоднюю ночь, идут сильные потоки созидательных энергий из космоса. А когда вы именно убираете, то таким образом вы сами своими руками, своими действиями выметаете из своего дома, из своей жизни достаток, благополучие, удачу. Поэтому, если вам нужно убрать квартиру или дом, сделайте за несколько дней, пожалуйста. Также это касается и стирки белья. Да, иногда хочется все выстирать, но вы знаете, стирка белья, она никогда не заканчивается. Но благо у нас с вами есть стиральные машинки, поэтому уже 2-3 января вы себе спокойно сделаете постирушку и сделаете то, что вы считаете нужным. А 31 и все-таки 1 января это те дни, когда на всей планете достаточно сильные вибрации поднимаются, и когда люди друг другу очень много чего желают. Вы сами об этом знаете, и, соответственно, это очень хорошо притягивает вот все то, что люди желают и хотят. Далее, в новогоднюю ночь не стоит плакать. Вы знаете, очень часто бывает так, что люди обижены на что-то, расстроены, что у них что-то не получилось, что они встречают не с теми людьми Новый год и начинают ни с того ни с сего просто реветь. И вы знаете, даже от радости в новогоднюю ночь нельзя плакать, потому что вы таким образом, вместо того, чтобы привлекать вот эти позитивные, созидательные энергии, вы привлекаете разрушение, вы привлекаете
печаль на весь следующий 2024 год. Поэтому, пожалуйста, не делайте этого. Даже если вам сильно хочется и хочется пожалеться или пожалеть себя, этого ни в коем случае не стоит делать. Далее, что не стоит делать в новогоднюю ночь, это вам нужно помнить о своем образе на Новый год. То есть, как вы желаете встретить Новый год, в каких нарядах, потому что вы должны понимать и то, что в Новый год это все-таки то время, когда даже у людей исполняются самые сокровенные желания. И очень важно вот встретить это время в новых одежках, в новом нижнем белье, с новой прической, с макияжем и так далее. Конечно же, это все стоит денег, и не каждый себе может позволить на данном этапе жизни, но вы должны понимать и то, что чем лучше, чем вы краше подготовитесь к встрече нового 2024 года, тем будет и в вашей жизни много чего лучше. Потому что одно дело, когда вы встречаете в ночнушке Новый год, при этом это еще и ночнушка не новая, а уже 100 лет, как говорится, ей в обед, и вы встречаете с бутербродами, которые залежались в холодильнике и так далее, вы должны понимать, что какое у вас отношение к празднику, ко Вселенной, к высшим силам, так это все к вам и возвращается. Поэтому, да, вот недаром, знаете, вот мы все с вами встречаем Новый год в радости, в веселье, в удовольствии. Для нас до какой-то степени даже важно правильно накрыть праздничный стол. И вы знаете, это неспроста. Не у всех это есть, но вот мы именно тот народ, те люди, и вы поймете со временем, что вот это неспроста дана нам вот такая вот внутренняя гармония. Многие иностранцы нас не понимают, как так можно в новогоднюю ночь столько много приготовить, столько напитков, сладостей, фруктов, гулять всю ночь, гулять по городу, ходить, фейерверки и так далее. Но вы знаете, это наше внутреннее состояние, и это внутреннее состояние неспроста. Поэтому очень важно, чтобы вы именно были вот в таком вот настроении и старались себя обязательно радовать. Далее, в новогоднюю ночь ни в коем случае не ругайтесь ни с кем. И даже если вам хочется поругаться, потому что по отношению к вам несправедливо, что кто-то поступил или кто-то вам что-то не так высказал, вы должны понимать, что вы все равно не решите данную ситуацию в данный момент, а наживете только себе врагов. Также никого не обсуждайте. Очень часто бывает так, что в новогоднюю ночь люди начинают обсуждать кого-то, что-то обсуждать, и, знаете, кто-то начинает ругаться, спорить, что-то доказывать, прав или не прав. Кроме того, не надо обсуждать своих коллег, друзей, родственников. Знаете, это все вы отправляете энергию свою. Очень важно, наоборот, привлекать энергию в свою жизнь. Поэтому лучше в новогоднюю ночь радуйтесь, веселитесь, желайте вот то, что действительно вы бы хотели иметь и желать в новом 2024 году. Далее, ни в коем случае на стол не ставьте разбитую посуду с какой-то с трещинами, со сколами и так далее. Вы знаете, даже вам будет некомфортно. Постарайтесь взять ту посуду у вас дома, которая самая красивая. Бывает так, что у людей есть посуда, которая передается с поколения в поколение, но они ее не используют, потому что чего-то боятся, что она разобьется, что с ней что-то произойдет. И вот так жизнь проходит, а вот эта посуда, она так и находится в шкафу. Поэтому, если у вас есть такое, распаковывайте такую посуду. И вы знаете, когда красивая посуда, даже хочется по-другому украсить стол, по-другому. Даже люди произносят тосты, люди по-другому начинают даже разговаривать. То есть настолько вот посуда, она настолько имеет особое влияние. Вы знаете, даже вот возьмите, проведите маленький опыт, возьмите, проведите праздник и раздайте всем гостям пластмассовые тарелки, вилки, ложки, пластмассовые стаканчики. И вы знаете, это будет не праздник, это будет какое-то издевательство, даже внутренне вас как-то будет внутри раздражать. И другое дело, достаньте красивые бокалы, стаканы, чашки, тарелки, вилки красивые. Вы видите, что вы по-другому будете чувствовать себя встречу Нового года, да и любого праздника, друзья.
Также в новогоднюю ночь не переступайте порог левой ногой. Запомните, только с правой. То есть таким образом вы вступаете в Новый год с удачей, с радостью и благополучием. Ну и последнее, что хотелось вам сказать, ни в коем случае не встречайте Новый год в тишине. Да, если есть такие люди, которые стараются абстрагироваться и считают, что это их не касается. Но вы должны понимать, что у нас идет с космоса достаточно сильная энергия, энергия созидания, энергия творения и энергия мысли, она имеет очень важную силу. Поэтому постарайтесь, чтобы это было весело, чтобы это было интересно. Встречайте именно с теми людьми, с которыми вам будет действительно хорошо и приятно. Помните о том, что каждый из нас сам созидает свою жизнь, сам созидает все то, что он хочет. Помните, пожалуйста, об этом. Мы надеемся, друзья, что эти советы и эти рекомендации вам помогут при встрече нового 2024 года. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк. Обязательно, друзья, поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.